В 2002 году компания Nokia представила целый ряд компактных телефонов, оснащенных цветными дисплеями, которыми до тех пор комплектовались лишь некоторые смартфоны компании. К концу года представилась возможность выбрать не просто телефон с цветным экраном, а рекордсмена среди тонких и легких устройств, выпущенных компанией ранее – Nokia 6120. На момент появления в продаже стоимость этого телефона в России составляла примерно 16 тысяч рублей, но через пару месяцев она снизилась до 12 тысяч. Он выпускался в 3 цветах – в голубом, темно-синем и золотистом, но в продаже были сменные панели и других цветов. Устройство имеет телефонную книгу на 300 контактов, 4-голосную полифонию, возможность отправки ММС-сообщений, поддержку Java, GPRS 6 класса, инфракрасный порт и чуть более 700 килобайт встроенной памяти. Высота телефона около 10 сантиметров, ширина примерно 4,5, вес 76 грамм, толщина устройства чуть менее 1,5 сантиметров. Дисплей выполнен по технологии CSTM. Он отображает более 4000 цветов и имеет разрешение 128 на 128 точек. Заявленное время работы от аккумулятора на 720 мАч около 13 суток в режиме ожидания и 6 часов в режиме разговора. Снизу находятся 2 разъема, один для зарядки, другой для подключения аксессуаров. На левом торце кнопки регулировки громкости, на правом динамик и инфракрасный порт, а в верхнем углу отверстие для ремешка. Сверху по центру находится кнопка включения телефона. Клавиатура имеет подсветку синего цвета. Ее дизайн делает устройство более универсальным по сравнению с другими телефонами Nokia с цветными дисплеями, выпущенными на тот момент. Она не такая экзотичная, как у 7210, и не такая строгая, как у 6610. Главный экран устройства стандартный для телефонов Nokia с соотношением сторон 1 к 1. На него можно вывести дату, время и наименование текущего режима работы устройства. Все дополнительные индикаторы появляются в левом верхнем углу. Интерфейс телефона имеет русскую локализацию, но ее качество не слишком высокое. Меню состоит из 13 пунктов, каждый из которых находится на отдельном экране. К телефонной книге можно получить доступ только с главного экрана, но в более свежих прошивках этот пункт в меню все же появился, вместе с меню «Актив». Каждый контакт может содержать до 5 телефонных номеров, адрес электронной почты или сайта, домашний адрес и текстовую заметку. Кроме того, контакт можно добавить в одну из 5 групп. Для каждой из них можно установить собственную мелодию сигнала, дать новое имя и включить несменяемый логотип группы, который будет появляться во время вызова. Визитку можно отправить СМС-сообщением или через инфракрасный порт. Прием и передача мультимедийных файлов и приложений через инфракрасный порт невозможны. Справочники можно сохранить до 300 контактов, но чаще всего эта цифра меньше, так как она зависит от количества заполненных полей у каждого контакта и от общего количества свободной памяти. Журнал звонков находится в отдельном разделе главного меню, где располагаются также счетчики длительности и стоимости разговоров. Для написания СМС-сообщения предусмотрена возможность интеллектуального ввода с использованием словаря Т9 и обычный побуквенный ввод. В словаре нет сохраненных текстовых смайлов. При необходимости каждый символ нужно вводить вручную. К сообщению можно прикрепить одну из 10 монохромных картинок и выбрать готовый текстовый шаблон. При выборе функции SMS-чат на экране отображается полный диалог с выбранным пользователем. Переданные и полученные в этом режиме сообщения не сохраняются. Посредством SMS можно также отправить текстовое сообщение электронной почты. Для этого требуется указать номер email сервера. Прикрепить какие-либо медиаданные к такому письму невозможно, даже монохромное изображение. В дополнение, телефон поддерживает прием и передачу мультимедийных сообщений. Прикрепить можно любую цветную картинку из галереи, но отправка мелодий недоступна. Тем не менее, если полученное сообщение содержит звуковой файл, то его можно прослушать и сохранить в памяти устройства. Как и картинки, рингтоны хранятся в разделе «Галерея». Всего в телефон встроено 10 цветных изображений, которые можно использовать в качестве обоев в режиме ожидания, и 20 мелодий сигнала. Несмотря на поддержку около 40 музыкальных инструментов, звучать одновременно могут не более 4 из них.
Во встроенных MIDI-файлах мелодия вибросигнала прописана отдельной дорожкой, поэтому она звучит в такт вместе с другими инструментами. Все стандартные и полученные файлы можно распределить по директориям. Для этого предусмотрена возможность создания новых папок. Встроенный будильник работает только в однократном режиме, то есть при ежедневном использовании его каждый раз необходимо запускать заново. В меню Organizer располагается календарь, где можно создать заметку о запланированном событии в одной из 5 категорий, в каждой из которых предусмотрены соответствующие поля для ввода информации, и установить о нем напоминание. День с сохраненной заметкой помечается жирным шрифтом в календаре, а все события отражаются на странице с полным списком заметок. Кроме того, в разделе Organizer есть отдельный список дел, в котором задачам можно устанавливать приоритет, отмечать их выполнение и создавать напоминания. Также любую задачу можно перенести в календарь, чтобы обозначить дату ее окончания жирным шрифтом. Несколько дополнительных инструментов находятся в меню «Экстра». Например, калькулятор, который кроме стандартных операций поддерживает возведение числа в квадрат и извлечение квадратного корня. В него также встроен простенький конвертер валют. Таймер обратного отсчета позволяет установить время в точности до минуты и при срабатывании вывести на экран какой-либо текст. Секундомер имеет 2 режима работы. От выбранного режима зависит, будет ли сбрасываться основной отсчет при отметке временных интервалов. После остановки замера полное время все равно будет показано вне зависимости от выбранного режима. Секундомер может работать параллельно с другими функциями телефона в фоновом режиме. Бумажник предназначен для хранения и защиты конфиденциальной информации, например, номера банковской карты. Впоследствии данные этой карты могут быть автоматически введены в браузере при покупке товаров в интернет-магазинах вместе с адресом доставки. Телефон имеет поддержку Java игр и приложений. Среди предустановленных представлена только одна игра, и это не змейка. Она называется Chess Puzzle, и, как следует из названия, это шахматная головоломка, в которой в начале игры создается определенная ситуация на шахматной доске и ставится задача, которую требуется решить. Доступно 2 уровня сложности и 2 режима – обычный и на время, в котором необходимо решить 6 заданий как можно быстрее. Полученный результат попадает в таблицу рекордов. Возможность игры в полноценные шахматы не предусмотрена. В папке с приложениями, в дополнение к простенькому конвертеру валют, встроенному в калькулятор, находится продвинутый конвертер с несколькими категориями величин. В каждую категорию можно добавить собственные конвертеры, которых нет в предложенном списке. А утилита «Мировое время» служит для просмотра карты часовых поясов и расчета разницы во времени с другими крупными городами. Кроме того, каждый город имеет карточку с более подробной информацией о времени, а также указанием телефонного кода города. Также доступно добавление новых карточек. Имеется возможность установки сторонних игр и приложений. Загрузить их можно, перейдя по предложенным ссылкам в отдельном разделе. Интернет-серфинг осуществляется через веб-браузер версии 1.2.1, а его настройки, добавление закладок и переход по конкретному адресу осуществляется в меню «Услуги». В свою очередь, настройка GPRS-соединения находится в разделе «Конфигурации связи», где также включается инфракрасный порт. На игры и приложения в телефоне выделено 150 килобайт из общей памяти, но предустановленные можно удалить, таким образом освободив в хранилище еще около 150 килобайт. Меню «Режимы» служит для настройки звуковых сигналов для различных ситуаций. Быстрое переключение между режимами возможно при нажатии кнопки включения устройства. Кроме того, можно установить время активности выбранного режима. Эти же параметры для текущего режима также регулируются в общих настройках телефона. Помимо сигналов, в данном разделе осуществляется настройка даты и времени, включается переадресация вызовов и запрос пин-кода при запуске устройства. Устанавливается язык пользовательского интерфейса, фоновый рисунок, контрастность дисплея и цветовая схема. Их всего 8. Можно включить отображение текстовой справки после некоторого бездействия в различных меню телефона и настроить время, через которое будет запускаться экранная заставка. Имеется возможность сброса всех параметров до заводских. Телефон Nokia 6120 оставался в продаже в течение долгих 3 лет. За это время его цена снизилась с 16 тысяч рублей до 4,5. Соответственно, соперничать ему приходилось с телефонами из самых разных сегментов рынка.
Если на старте продаж за эти деньги можно было приобрести ранее выпущенные модели Nokia с цветными дисплеями, имевшие к тому же радиоприемник, телефон бизнес-класса Siemens S55, а в первое время даже смартфон Nokia 7650, то в последние месяцы по обновленной цене были доступны лишь некоторые телефоны из бюджетного сегмента, которые, впрочем, к тому моменту уже оснащались фотокамерой и широкими мультимедийными возможностями. Многие из них были даже дешевле Nokia 6100. Тем не менее, он оставался отличным вариантом для поклонников марки Nokia, желающих за небольшие деньги получить проверенное, качественное устройство, некогда являвшееся дорогостоящим телефоном бизнес-класса.